Главной частью прибора является основной блок. The main part of the device is На the main слайде block of ST300. схематично, значит, показано. Один – это монитор, цифра 1 обозначена. On the picture you can see number 1 marks the monitor. Где выводится вся информация о сигналах, о неоднородностях и нелинейности. Where all the information is shown about what we have. Монитор цветной. It's a color monitor. Достаточно высокого разрешения. Very high definition. Сами увидите, все видно достаточно. You will see for yourself. It's very. Цифрой 2 обозначена пленочная клавиатура для управления. Second is a keyboard. Цифра 3 это индикатор питания. Number 3 is indicator of power. Он сопровождает процесс зарядки. It accompanies the process of powering up the device. На задней панели расположен кронштейн для подсоединения электронного коммутатора. On the back side of the device there is a connector for the electronic commutator. И табличка, информационная табличка о серийном номере прибора. And the information table about the serial number of the device. На торцевой панели выключатель питания и регулятор громкости. On the upper side we have a tumbler switch for regulating volume and turning on off the device. USB порт. USB port. Гнездо для подключения наушников. The jack for connection earphones. И гнездо для подсоединения адаптера, сетевого адаптера для питания от электросети или зарядки. And connection for the power supply. На противоположной панели расположен универсальный разъем для подключения внешних устройств. So on the other side there is a universal connector for connecting of the внешних устройств. Outside devices. С точки зрения инженерной, вообще говоря, это очень сложный вопрос, решили наши специалисты. Когда на один вход подаются сигналы от электросети. Our professionals and technical professionals have solved the task of making a connector that gives the мощный сигнал от электросети. Gives a powerful signal from power line. Сигналы слаботочных линий. Receives signal from the low current line. И в то же время этот разъем используется для активных блоков прибора, для линейного локатора и трансискателя, линейного локатора и рефлектометра. So it's also used for non-active modes of a device like nonlinear junction detector and reflectometer. Поверьте, это было непросто, но зато теперь не перепутайте. You can believe it wasn't very simple, but you won't miss the right connection. Следующим блоком, важным блоком является электронный коммутатор. The next part of the device is a very important part of the device is electronic commutator. Подключение к прибору с помощью разъема и провода. Connection to the device using a special jack. Порт для подключения слаботочных линий. Port for connection of low power lines, RJ45. И колодка для подключения кабелей, которые не имеют разъема, а просто не оконцованы. So the next connector is for lines which doesn't have a jack of RJ45 and also only have wires. На обратной стороне имеется специальное устройство для стыковки с основным блоком. On the back side we have a connection which can be situated for connecting to the device. Дальше адаптер для подключения силовых линий.
Next is the adapter to connect the device to power lines. Силовые линии могут быть оборудованы стандартными розетками. Для этого имеется провод для подключения к силовым линиям оборудованных розетками. Power lines can have standard jack. На адаптере имеется индикатор наличия напряжения в сети. On the device there is a light indication whether the line is powered or not. Если мы работаем на кросс-колодках, на распределительных щитах, используется другой провод и зажимы типа крокодил. If we're working on cross connections, which that doesn't have special jack to connect the device to, we use crocodile type connectors. Понятно, что к этому входу универсальному может подключен либо адаптер, либо... So to this universal connector, you can connect either the adapter or Это the сделано commuter. специально, потому что силовые линии подключаются исключительно через адаптер. It was made as it is for the reasons because only adapter can be connected to the power lines. А слаботочные линии исключительно через коммутатор. And low current lines can only be connected through the commuter. Для того, чтобы отследить, как проходят провода по помещению и по территории объекта, so that we can trace the wires going through the search area. В комплекте предусмотрен трассоискатель. In the set, there is a trace detector. Значит, трассоискатель работает совместно с основным блоком, где встроен генератор трассоискателя. The trace detector works with the main block where the generator is located. Для этого нам необходимо обесточить проверяемую линию. For that, we have to power down or switch it off at the other end. После этого подключить линию к коммутатору. After that, we have to connect the line to the commuter. Установить режим трассоискателя на приборе. Turn on the trace detector mode at the device. А дальше с помощью приемного блока Also with the receiving block, проходит провод, спрятанный за гипрофовыми стенами в кабель-каналах или в каких-то других. and we can detect wire lines behind walls. Имея информацию о пути прохождения, мы к этому вернемся, когда будем рассматривать вопрос локализации. Это важно. Having in mind where the line is situated at, we will come back to this question a bit further. Вот то, что связано с комплектацией прибора и с его конструкцией. Прибор прост в обращении. So this is what the set consists of. The device is very easy to use.